Здравствуйте, с вами канал «Религия сегодня» и я, Борис Чибисов. Сегодня у нас в гостях митрополит Леонид Горбачев. Здравствуйте, владыка. Добрый день, друзья. Владыка, у вас за плечами огромный опыт служения церкви. Хотелось бы спросить вас вот о чем. Чем вы сейчас занимаетесь? Насколько известно, вы сейчас живете в Краснодаре. Да, нахожусь в Краснодаре, согласно распоряжению священноначалия. Я почислен на покой, и вот уже с конца января нахожусь там, имею возможность совершать богослужение в Свято-Георгиевском храме. Храм очень интересный, знаменительный, со своей глубочайшей историей. И так получилось, что в этом храме когда-то в 1983 году я начинал свои первые шаги. Учился читать на церковно-славянском, а позже уже стал иподиаконствовать у митрополита Исидора. Хотелось бы спросить подробнее о вашем церковном служении. Вернемся далеко в 90-е годы. Как известно, у вас есть медаль ООН. Расскажите, пожалуйста, за что вы ее получили? Понятно, что вопрос о наградах, например, в воинской среде, как и в церковной, это вопрос, который не принято задавать. Но наше любопытство преобладает, поэтому если вы поделитесь с нами вашим прошлым в синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами, мы будем очень рады. Это был глубокий 1997 год, когда я был переведен из Краснодара, где я был клириком, впоследствии ключарем кафедрального собора города Краснодара. В 1998 году я был переведен в отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в Москву, и оттуда уехал в свою первую заграничную командировку на несколько месяцев, но продлилась она практически полгода в состав нашего ограниченного контингента в Боснии и Герцеговине. Тогда там стояла русская бригада, как ее называли, представители воздушно-десантных войск, и там был маленький храм, ну даже, наверное, можно назвать ее часовенька, такая деревянная, где я совершал богослужение, где я духовно окормлял наших воинов и осуществлял связь с представителями сербской церкви. Конечно, медаль ООН, насколько я помню, «За служение и мир», она так называется. И действительно, время тогда было сложное. Назвать его временем миротворчества, но церковь всегда несет, наверное, миротворческую миссию. И так было, так есть и так будет. Это первейшая задача церкви. Но те сложные годы мы прекрасно помним, каков был политический уклад и что было внутри России, что было на внешних ее рубежах. Я недавно пересматривал свои фотографии, вы знаете, с таким вот сожалением, некоторым, может быть, скорбью смотрел на те годы, что Российская Федерация, наша Родина с вами, не смогла в полном объеме сделать то, что могла бы сделать. Ну, всем известно, конечно, разворот Евгения Максимовича Примакова над Атлантикой, когда были определенные соглашения заключены с американцами, они вероломно их нарушили. Евгений Максимович развернул свой самолет и вот так выразил свое отношение к тому, что творилось. Мы понимаем прекрасно, что Россия находилась тогда в сложных, скованных, маркировочных цепях, так называемых. То есть шаг влево, шаг вправо давался с большим-большим трудом. Мы чуть не потеряли свою субъектность, свою независимость. Недавно тоже перечитывал, был у нас такой министр иностранных дел Козырев, и вот его встреча с бывшим президентом Никсоном, это вот, наверное, такой вот маркер того времени, когда министр иностранных дел Российской Федерации спрашивает у бывшего американского президента, что бы вы нам посоветовали, как вести нашу внешнюю политику. На что Никсон, изумленный, говорит: подождите, но это же ваша суверенная политика, вы же должны. Козырев отвечает: нет, вы знаете, у России мы настолько часто и в Советском Союзе сейчас задавались вопросом о своем типа величии, что, вы знаете, нам сейчас нужны общечеловеческие ценности. Вот это показатель того, что тогда творилось в умах многих людей. Ну и были откровенные, конечно, предатели. То есть свои национальные интересы люди такого высокого полета готовы были приносить в жертву своему комфорту. Ну и мы прекрасно понимаем, чем господин Козырев занимается сейчас и как он относится к нам с вами, к нашему Отечеству. И ведь он далеко, глубоко не одинок.
Вот это, наверное, олицетворение тех ужасных 90-х, которые мы прошли. И вот возвращаясь к вашему вопросу, за что эта медаль? Ну вот, за что? Наверное, за все-таки миротворчество, за то, что мы пытались сделать. Тогда американцы открыли, я неоднократно говорил вашим коллегам во многих интервью и делюсь просто со своими близкими, друзьями, тогда был открыт ящик Пандоры. Именно тогда, именно на примере независимого, европейского, цельного, я бы сказал, православного государства. Мы сейчас говорим о форме Югославии, о бывшей Югославии. Ее стали разрывать нравственно, духовно, политически и территориально. И кто? Ну, как известно, святоч демократии. И какие цели преследовали? Преследовали цели избавления от тех, кто против. И вот тогда, находясь на своем месте служения, будучи военным священником, я познакомился с интереснейшими людьми. Один эпизод хочу вспомнить. Был такой небольшого росточка, 1,50 м с небольшим. Все его называли Папа Воя. Со времен первых бомбардировок американцами Югославии он помогал всячески сербам, боснийским сербам. У него были схроны с оружием. То есть он был такой достаточно духовитый человек, такой вот по меркам даже священнослужителя. И у нас был очень сложный вопрос, ведь не секрет, сейчас мы уже можем об этом говорить, что многие добровольцы со стороны бывшего Советского Союза, со стороны России принимали участие в первых столкновениях с теперь уже блоком НАТО, как мы его называем. И у нас пропало 26 человек во главе с бывшим капитаном военнослужащим. Все они были добровольцами, и не могли мы их найти, очень долго не могли найти. И меня вывели на этого военного священника. Мы долго очень добирались. Командир бригады тогда дал спецтранспорт, выдвигались мы вечером. Я приехал к этому священнослужителю сербскому, он меня обнял, мы по-братски с ним сели. Он по традиции налил мне рюмку ракии сербской, мы поговорили по душам, он мне все рассказал, а дальше отвел в то место в лесу, где находились все эти 26 человек, они все погибли, защищая интересы сербского народа во главе с этим капитаном. Как могли, они установили их имена. Я это все отфиксировал, передал потом в МИД. И для меня это было на всю жизнь и осталось на всю жизнь таким вот сложнейшей исторической вехой, сложнейшим историческим эпизодом в моей жизни, когда я понял, что люди отдают свою жизнь за идею. На всех этих могилах были православные кресты. Что сейчас с этим кладбищем, я не знаю. Надеюсь, все оно приведено в порядок, установлено. Все те люди, кто внес свою посильную лепту против произвола и насилия со стороны гегемона заокеанского, они нашли упокоение в православной земле, и наши братья-сербы ухаживают за их могилами, Царство им небесное. Вот такой эпизод интересный был. Владыка, если позволите, в этой связи непротокольный вопрос. Что для вас священник и военный? В чем специфика служения священнического? В чем специфика взаимодействия с военнослужащими? В чем особенность вообще военного конфликта, то есть пребывания священнослужителя? И что это стало, чем это стало для вас? Вы знаете, военный конфликт конфликту рознь. Когда ты, еще раз повторюсь, отсылая наших телеслушателей, телезрителей, слушателей к вопросу предыдущему. Когда ты понимаешь, что ты стоишь на стороне правды, это одно. Когда ты защищаешь призрачные интересы кого-то или чего-то, это абсолютно другое. Священник, по сути, еще раз повторюсь, это миротворец. Он не берет в руки оружие. Но священник обладает гораздо большим потенциалом. У него есть дар слова и та благодать, которую наделяет его Господь. Когда он идет и несет в своих руках стяг с изображением Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во имя которого он и окормляет всех тех, кто к нему обращается. А на войне, как мы говорим всегда, кто пребывает на войне, для них там нет людей, которые не веруют.
Так или иначе человек думает о вечности, так или иначе человек думает о бренности всего мира, так или иначе человек думает и знает, и понимает, и так бывает, что сегодня ты жив, а спустя 1 секунду при современных вооруженных конфликтах тебя уже нет. Тебя нет физически, но ты есть духовно. И поэтому задача священнослужителя в любой точке боевых соприкосновений, прежде всего, конечно, дать человеку возможность исповедоваться, дать человеку возможность иногда просто поговорить, а иногда и просто находиться с ним рядом. И, соответственно, священнослужитель должен иметь специальную подготовку, и не все это, конечно, могут этот крест понести. Это очень сложно все. Ну и нужно быть, естественно, морально готовым к тому, что ты видишь там. Владыка, с 2004 по 2013 год вы были официальным представителем патриарха Московского и всея Руси Кирилла при Александрийском патриархате в Каире. Скажите, пожалуйста, чем жил Александрийский патриархат, как велась миссионерская деятельность, если она вообще велась, какая обстановка была внутри общины? Вы знаете, конечно, безусловно, Александрийская православная церковь относится к одной из самых древнейших православных церквей, и, естественно, свою миссию они выполняли. Задача меня, как представителя, осуществлялась в роли церковного дипломата. Я был связующим звеном между Русской православной церковью и Александрийской православной церковью. Мы помогали Александрийскому патриарху в выстраивании ряда отношений. Мы помогали также в окормлении многочисленной африканской паствы, пока это не привело к тем результатам, о которых мы, я думаю, чуть дальше с вами поговорим. Безусловно, конечно, у греков не хватало рук, но, тем не менее, какие-то процессы и какие-то программы там шли. Я много раз выезжал в командировку вместе с Александрийским патриархом Федором. Я очень хорошо его знаю как человека, знаю как патриарха. Мы с ним знакомы более 25 лет, еще со времен моих студенческих лет, когда я обучался, был студентом в Греции, в Афинском государственном университете. Там мы с ним познакомились, он часто посещал на тот момент Афины, искал, кстати, себе помощников, и я так, насколько помню, из числа русских студентов и украинских студентов. Некоторые с ним трудятся до сих пор. Миссия Александрийского патриархата на территории африканского континента с точки зрения экклезиологии и науки о спасении, конечно, она существенна. Но все это, к сожалению, многие моменты нивелируются в свете последних событий, как я уже говорил. Этому послужили различные факторы. Я приоткрою немного завесу секретности, об этом я раньше никогда не говорил, вскользь говорил и писал у себя в телеграм-канале. Я разговаривал с его блаженством, с патриархом Александрийским Федором буквально накануне принятия этого решения. В сентябре, по благословению святейшего патриарха Кирилла, я летал в Александрию. Мы встречались, мы несколько часов сидели на нейтральной территории и обсуждали, и разговаривали. И я видел тот груз, и разговор был очень сложный. Я видел тот груз, который непосильным бременем лег на плечи Александрийского патриарха. Я как мог ему говорил о том, что все равно, так или иначе, все люди будут смотреть на вас. Вы являетесь, грубо говоря, диптиху вторым патриархом в вселенском православии. Поэтому то, что вы поддерживали всегда каноническую украинскую православную церковь, это вам честь и хвала. Но если будет принято какое-то другое решение, то это будет страшно. Это будет страшно для всего православия вселенского. На что мне Александрийский патриарх говорил о том, что давление над ним каждым днем возрастает и возрастает. Прежде всего, давление в политическом истеблишменте, прежде всего, давление из-за океана, опять же таки. Американцы через своих сателлитов греческих давили на него. Ну и в конце концов это привело, как мы уже сказали, к плачевным результатам. И это была еще не последняя встреча. Последняя встреча, если мне не изменяет память, это был 2021 год, это был август. За несколько дней до
сослужение уже было признано ПЦУ, соответственно. Мы с вами говорим, что в 2019 году я в сентябре встречался с Александрийским патриархом в Александрии, и спустя месяц с небольшим он признал в ноябре, значит, так называемую ПЦУ. А в 2021 году он сослужил с так называемым митрополитом Епифанием Думенко, тем самым легитимизировав вот этот раскол. И накануне, опять же таки, этого сослужения я прилетал по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, я прилетал в Афины, я встречался лично у него дома, и опять же таки несколько часов говорил ему и убеждал его в том, что почему не нужно этого делать. Ответ был всегда один и тот же. Он говорил, что Святейшему Патриарху нужно договариваться со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Да, это звучит сейчас именно так, это абсолютная правда. Кто с кем должен был договариваться, оценку дает Господь Бог и история. Сейчас ее переписать очень сложно, потому что это уже не средние века, где что-то можно было сжечь. Но мы всегда понимаем, что рукописи не горят устами классика. А уж тем более в свете сегодняшних современных технологий. Это не просто рукописи, а это то, что уже, как у нас на Руси говорят, что написано пером, не вырубишь топором. Тем не менее, факт остается фактом, такие разговоры были. И я считаю, я много раз, перелистывая свои биографические вехи, задавал сам себе вопрос, все ли я сделал от меня зависящее, чтобы вдохнуть, может быть, это высокопарно звучит, мужество или как-то переломить эту ситуацию. На 99,9% я считаю, что я сделал максимум и выжил максимум из этой ситуации. У меня в обойме были все опционы, которые я мог только предложить Блаженнейшему Патриарху, но тем не менее он выбрал то, что выбрал. Свидетелями чего мы с вами сейчас и находимся. Мы свидетельствуем то, что произошло, к сожалению. Владыка, в 2013 году вы отправились в качестве правящего архиерея в Южную Америку, в Аргентину. Как вас встретила православная Аргентина и верующие люди? Встретила Аргентина хорошо, за исключением того, что были технические моменты с ввозом животных. Я человек одинокий, поэтому у нас кошка, собака, попугай. Собаки еще тогда не было, была кошка и попугай. Попугай прошел длинную, долгую эпопею со мной. Во времена птичьего гриппа он не из дикой природы, он из питомника, из чешского. Он был перевезен в Грецию. Из Греции я его забрал в Египет. Из Египта он со мной улетел в Южную Америку. И вот до сих пор с нами путешествует. Очень тяжелый был въезд, очень тяжелые запреты на ввоз животного мира. А так, в основном, конечно, я приехал и приступил к исполнению своих обязанностей. Я много очень путешествовал по Южной Америке. Это была моя такая, не то что в епископском первая такая серьезная должность. Я окромлял практически весь континент, чуть ниже Кубы до Антарктиды. Много нам чего удалось. Прежде всего, задачи были по возврату нашей собственности церковной. В этом плане мы трудились, что-то удалось вернуть в обойму. Конечно, к сожалению, до сих пор прекрасен наш собор, на который жертвовали еще императоры золотыми червонцами. И там деньги наших с вами соотечественников, кафедральный собор, Русский православный собор кафедральный в Аргентине, к сожалению, до сих пор находится не в тех руках. Но я верю, что рано или поздно справедливость торжествует, и он вернется в лоно Русской православной церкви. Также хочу сказать, что объездив без малого 20 стран, очень мало там было наших обеспеченных соотечественников, которые смогли бы так или иначе принять реальную роль в развитии аргентинской и южноамериканской епархии. Но, тем не менее, были интересные встречи с первыми лицами государства, где я был
Мы практически присутствовали в всех основных странах, наши приходы были. И те немногочисленные соотечественники, которых мы духовно окормляли, до сих пор остаются в моем сердце. С многими из них я поддерживаю тесные контакты до сих пор. И не только с русскоязычными, но и с представителями других христианских ветвей. Некоторые из них до сих пор у меня в чате, мы общаемся, они задают вопросы. Многие из них приняли православие. Ну, в общем, это реально такая вот миссионерская жизнь была, о чем я вспоминаю с глубоким удовлетворением. Владыка, с 2016 по 2023 год вы так или иначе были связаны с Арменией. Сначала как управляющий приходами Русской Православной Церкви, а затем уже как правящий архиерей Ереван-Армянской епархии. Вы можете что-нибудь рассказать нашим зрителям о вашем служении там? Вы знаете, Армения — это вообще очень интересная страна сама по себе. И вот мы сейчас в свете тех событий, в срезе тех событий, которые сейчас разворачиваются, и если мы окунемся в армяно-азербайджанский конфликт, мы посмотрим, отмотаем раньше, и мы увидим, сколько Русская Православная Церковь пыталась и пытается внести какие-то решения в нейтрализации этого конфликта. И есть рабочая группа, до сих пор она существует, куда входит, соответственно, Святейший Патриарх Московский и всей Руси, куда входит Святейший Католикос Армянский и глава мусульман Азербайджана. И вот эта трехсторонняя группа до последнего времени работала, я считаю, достаточно с высокой долей КПД, давая свою оценку тем или иным событиям, но все равно, как мы помним, зазвучали пушки, как мы знаем, погибли люди. На сегодняшний момент конфликт вышел за рамки тех процессов, которые могли бы сдержать церкви и представителей духовенства с обоих сторон, к сожалению. Остается надежда на то, что на Кавказе не полыхнет большая война. И мы прекрасно понимаем, что сейчас, на рубеже 2024 года, мы имеем несколько потенциальных точек угрозы. И Закавказье является одной из них. Это нерешенная проблема армяно-азербайджанских отношений. Если мы идем дальше на восток, то мы видим палестино-израильский конфликт, который с новыми силами загорелся сейчас абсолютно другими огненными человеческими красками, страшными, где гибнут люди. Мы видим то же самое, что происходит сейчас на Украине, считайте, практически в центре Европы. И, конечно, потенциальные угрозы находятся на юго-восточно-азиатском направлении. Это Тайвань, это Китай. И я считаю, что все-таки раздражитель, триггер у всех этих вопросов, он один. И скрывается этот ключик далеко за, как я ее называю, большой лужей, за океаном, в англосаксонском царстве-государстве. Именно этим людям не имется, именно этим людям нужно сделать все, чтобы поджечь мир, а поджечь его можно ярче и быстрее всего, как мы понимаем, на религиозной почве, либо на создание каких-то иных, на мой взгляд, ущербных предложений, когда вместо подлинника людям преподается некий симулятор. Владыка, с вашего позволения мы перейдем к наиболее драматичному периоду вашего служения, церковного служения в Африке. Все начинается с того, что в январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей даровал Томос, который провозгласил фактически образование новой церкви, Православной Церкви Украины, ПЦУ. До этого момента патриарх Александрийский Феодор поддерживал Московский патриархат, налаживал взаимоотношения с Украинской Православной Церковью Московского патриархата. И вот я хотел бы процитировать его слова. В 2016 году это произошло. Патриарх Федор в видеообращении сказал следующее. «Я прожил в Одессе 10 лет и знаю, что Ануфрий – святой человек. И пусть он знает, что Александрийский патриархат и все мы пребываем рядом с канонической Украинской Православной Церковью, с митрополитом Блаженнейшим Ануфрием». И вдруг в 2019 году он признал каноничность ПЦУ.
Вот по вашему мнению, почему он сделал этот шаг? Какие, может быть, внешние и глубинные причины к этому привели? Мы об этом уже сегодня с вами говорили чуть выше. Естественно, я вам передам чистые слова блаженнейшего патриарха Александрийского Федора. Это было давление со стороны внешних политических сил. И давление было беспрецедентным. Но это мы знаем, как это делают американцы, через свои дипломатические представительства, через определенные фонды, через своих людей, которых они просто-напросто подкупают или шантажируют. Вот в данном случае этот кейс, этот вопрос сыграл на 100% против руководства Александрийского патриархата. Мог ли блаженнейший патриарх Федор противиться этому злу? Ну, здесь каждый делает вывод, и каждый делает выбор за себя. Я не могу говорить за блаженнейшего патриарха, ему отвечать, и он уже отвечает сейчас в миру и будет отвечать дальше перед Богом. Могу сказать от себя, это было очень страшно. Это было очень страшно, потому что мы до последнего верили, что все-таки чаша сия минует этот весь процесс. Но давайте скажем, что такое ПЦУ вот в лице нормальных православных христиан. Ну, это просто вот клуб по интересам, которые пошили себе облачения. Там нет незаконных хератоний, там нет ни таинств церковных, там нет тех людей, которые ведут человека к спасению. Ну, а зачем нам такой клуб, который вот внешне, мы об этом сейчас только говорили, да, такой теплохладный клуб, который просто-напросто соблюдает какую-то атрибутику? Нет. Церковь — это в последнюю очередь атрибутика. Церковь — это прежде всего то, что собрано во имя Мое, как говорит Господь наш Иисус Христос. Где 2 или 3 собраны во имя Мое. Вот это есть и Екклесия, вот это есть церковь. Имел ли право так поступить святейший патриарх Константинопольский Варфоломей? Мое убеждение, не имел. Не имел. И это тоже было политическое решение. И это было последствие неучастия Русской Православной Церкви и иных православных церквей поместных в Критском соборе, на котором решались важные вещи для вселенского православия. Вот таким образом тогда уже, я думаю, что созрело в недрах Константинопольского патриархата это желание. Но дело в том, что иногда нужно приносить свои личные амбиции в угоду интересов общества. А когда мы говорим о Вселенской Церкви, и когда мы говорим, что ведь никто не отрицал, что патриарх Варфоломей является первым среди равных. Но отдельное первенство ему в руки никто никогда не делегировал. И это неправильно, потому что глава церкви — это Христос. И каждая поместная церковь вольна принимать свои решения по тем или иным позициям. И это закреплено в уставах всех православных церквей. И поэтому, конечно, нужно было договариваться. Но здесь глубокие амбиции. И что такое панэллинизмос? Я там 5 лет обучался в Афинском государственном университете, как я уже говорил, что такое всегречество. Ну, это примерно звучит как Украина панадусе. Знаете, вот примерно вот в таком же срезе звучит. И это не есть хорошо, потому что привело к плачевным результатам. Кто что приобрел? Все только потеряли. Все только потеряли. Теперь непонятно, как эта ситуация будет развиваться. Столько искалеченных судеб. Сколько горя принесли эти политические решения. Что такое ПЦУ? Ну, я не стесняюсь, всегда говорю и буду повторять, я никогда от своих слов не откажусь. Еще раз скажу, что это просто организация, которая не имеет права в религиозном смысле на существование. То есть это деструктивная, ее даже сектой не назовешь. То есть это деструктивная организация, которая должна быть упразднена. И я думаю, что с пришествием
русского солдата, она перестанет существовать. Отдельные ее части будут эвакуированы на Запад, остальные же все перестанут быть якоже не быше. Тут другой вопрос. Что делать с Украинской православной церковью? Ведь это все неразрывная связь, понимаете? Вот в чем дело. К моему глубокому сожалению, так как я сейчас человек, который я и раньше говорил, и в своем телеграм-канале всегда говорил, что все, что касается меня, как что вы читаете у меня в канале про Африку, я говорю как патриарший экзарх Африки. Все, что касается остального, это чисто мое субъективное мнение, и я выражаю его как православный христианин и гражданин Российской Федерации, на что, заметьте, имею право. Поэтому я еще раз говорил и говорю, что вот позиция Украинской Православной Церкви, тогда еще с буквами МП Московского Патриархата, на мой взгляд, была очень и очень неправильна. Да, многие люди говорят, вы там не были, вы не имеете права осуждать, там сложная ситуация, военно-политическая ситуация, там давление. Давят на всех. Другое дело, что чем больше человеку дано, тем больше с человека спросится. Если человек возглавляет церковь, мы сейчас говорим о митрополите Ануфрии, конечно, он должен был выступить, на мой взгляд, не идти к Верховной Раде там и просить его принять, а его отфутболили как непонятно кого. А нужно было выводить людей. Ведь посмотрите, я неоднократно об этом уже говорил, статистику крестных ходов 2018, 2019, 2020 годы. Там сотни тысяч православного люда. Украина же ведь это населена была, по крайней мере, теми людьми, которые глубоко верующие. Все храмы были полны всегда в субботние, воскресные, да и в будние дни. Поэтому нужно было просто выводить людей не с оружием, естественно, в руках, а просто выводить на крестные ходы с хоругвиями, с иконами, с молитвами, с пением и чтением акафистов. И показывать власти свою духовную силу и духовное единство. Только это, вот такой вот, если мы назовем в рамках правового поля, акт гражданского неповиновения, могло удержать сегодняшние укронацистские власти от тех репрессий, которые они осуществляют. И буквально мы с вами вот на днях увидели то, что был репрессирован, был помещен в следственный изолятор наместник Святогорской лавры, митрополит Арсений. Одному Богу известно, что он сейчас переживает, а сколько еще до этого были подвергнуты репрессиям архиереи. Это и митрополит Феодосий, и иные. И за это несет ответственность руководство Украинской Православной Церкви. И я сразу сказал, что бы вы ни делали, на какие бы договорники вы ни шли, как бы вы ни пытались договориться с палачом, меч над вами уже занесен. И это даже не дамоклов меч, который может сорваться в любой момент. Меч уже стал опускаться, гильотина была запущена. И в этом случае мы всегда говорим, опять же таки, устами классика, что получите и войну, и позор. Что и произошло. Украинская православная церковь не нужна ни в каком виде. Ее будут уничтожать, упразднять, и насколько хватит сил у них, а у них есть силы при сегодняшней поддержке украинских властей, они ее будут уничтожать. Либо загонять ее в то же ПЦУ. Что такое ПЦУ, мы говорили с вами выше. Вот и все. А что делать простым людям? Я нисколько не сомневаюсь, что верхушка духовенства, за исключением, опять-таки, нескольких людей, которые твердо остались хранить веру, поминают патриарха, как положено, не поддержали эту раскольничью сумасшествие в виде феофании, когда в одностороннем порядке все решили, что Украинская Православная Церковь там может быть независима. Да не может она быть независима. Она могла и есть независимая в составе Московского Патриархата, имея неразрывную духовную связь с Вселенским православием через материнскую церковь, через Русскую Православную Церковь. Все, точка. Иного не дано. Самочинное открытие приходов за рубежом, всяческое открещивание от Москвы и России. Да, сложные времена, да, неизвестно кто, как из нас, как бы себя повел.
Но я говорил всегда, хоть шепотом, хоть полутонами, поминайте патриарха, не устраивайте раскол. Ни к чему это не приведет. Ну, что, в общем-то, и произошло. И за это будут нести ответственность, и уже несут, именно руководство Украинской Православной Церкви. Владыка, возвращаясь к теме Африки. В сентябре 2021 года в Москве прошло заседание Синода Русской Православной Церкви, и я процитирую фрагмент решения. Принимая во внимание многочисленные обращения клириков Александрийской Православной Церкви в адрес Святейшего Патриарха Кирилла с просьбой о принятии их под домофор Московского Патриархата, поручить Преосвященному архиепископу Леониду по тщательном изучении поступивших обращений представить предложение Священному Синоду. Если это не конфиденциальная информация, в чем заключалось ваше предложение Синоду? Нет, это уже не конфиденциальная информация. Святейший Патриарх и Священный Синод поручили мне в течение 3 месяцев до декабря полностью произвести сверку фактов, действительно ли сотни клириков желают перейти под домофор Святейшего Патриарха Московского и всей Руси, влиться в состав Русской Православной Церкви, тем самым выражая несогласие с тем решением, о котором мы говорили, с решением о признании раскольнической, даже не раскольнической, а признании решения по выделению Томоса и образования так называемой ПЦУ. На тот момент я выехал в командировку в Африку, я общался с людьми, неоднократно встречался. Действительно, это было на тот момент, если не ошибаюсь, более 102 или 104 клирика было. И некоторые из них ждали своего часа уже с 2019 года, то есть 2 года. Мы всячески, Русская Православная Церковь, сдерживала их. Ну, а если мы вернемся к тому вопросу, когда вы задавали мне, чем же еще занимались мы, когда я представлял интересы Русской Православной Церкви при Александрийском престоле с 2004 по 2013 годы. Так вот, тогда очень много людей хотели присоединиться к Русской Православной Церкви. И наших бизнесменов, которые имели там бизнес, и соотечественников, которые находились в смешанных браках, иных представителей структур различных, государственных и частных. И мы всегда говорили, что нет. Мы здесь, вот кроме своих протокольных нескольких храмов, которые были с начала еще 20-го столетия, как Тунис, Марокко, чуть позже Йоханнесбург, это Южноафриканская республика, Каир, мы не будем там ничего открывать. То есть у вас есть Александрийская Православная Церковь, мы будем помогать, периодически посылая священнослужителей наших русскоязычных туда для окормления. Что мы и делали. Мы вели себя до конца, исполняя свои обязательства, не пытаясь ни в коем случае ущемить права Александрийской Православной Церкви там. Но, тем не менее, в ответ мы получили то, что получили. Возвращаясь к вашему вопросу о благословении Священного Синода и Патриарха, разобраться в этом мне, что произошло. Я выехал в Африку, действительно общался с многими из этих людей, со священнослужителями, которые, как я сказал, уже с 2019 года ждали решения этого вопроса. Когда я увидел их, я пообщался, я заглянул к ним в глаза, и я понял, что действительно они искренне хотят присоединиться к нам, они искренне желают быть частью Русской Православной Церкви и не хотят, вот здесь самое главное, зерно того, что я донес до Священного Синода и священноначалия Русской Православной Церкви. Они не хотят ассоциировать себя с тем расколом, который учинил патриарх Варфоломей, а в дальнейшем был поддержан Александрийской и Элладской православными церквями. Я это все изложил более чем подробно, и по результатам моей командировки, когда я уже доложил священноначалию Русской Православной Церкви о том, что там происходит на самом деле и насколько люди нас ждут, было принято решение, пропущено синодально, об образовании Африканского экзархата Русской Православной Церкви. И как раз вопрос относительно декабря 2021 года. По итогам решения Священного Синода вы были избраны экзархом Африки, и мы следили за новостями из экзархата, за успехами проповеди. Могли бы вы поделиться о трудовых буднях
2 года я с Божьей помощью исполнял обязанности африканского экзарха. Это были интересные моменты в моей жизни, я бы сказал, самые, наверное, яркие, потому что я уже набрал определенного опыта, я знал, что нужно было делать. Мы ковали экзархат с нуля. Начиная со скелета, мы поэтапно наращивали его мясом, если можно так сказать. Мы всячески пытались помочь людям, ведь те храмы, которые там существовали, они практически были похожи на мазанки. То есть это даже были не молитвенные дома, а зачастую и просто, учитывая жаркий, теплый климат, молились всеми деревнями и селами при многочисленном стечении народа, молились просто в тени вот больших ветвистых деревьев. Вот это такое вот первозданное христианство. Конечно, мы шли навстречу тем пожеланиям, о чем просили люди. И вы не поверите, это было вот самое простое. Люди просили вырыть им колодцы. Потому что, к сожалению, уходя, там греки закрывали их, некоторых были и такие. Вот я приводил в своих интервью неоднократные примеры, что было с племенем масаев. У них там 2 наших священнослужителя трудятся. И вот греки им перекрыли доступ к чистой питьевой воде. И вся деревня осталась, и все племя осталось без питьевой воды. Но мы своими усилиями, конечно, все это сделали. Понадобилось месяц с небольшим, потому что там глубоко нужно было рыть скважину. Специалисты должны были это делать с привлечением соответствующей техники. Где-то мы открывали подсобные хозяйства, понимая, что мы окормляли и кормляем на сегодняшний момент несколько детских домов в Африке с африканскими детишками, у которых нет родителей. Туда покупались коровы, там, куры. Вот, казалось бы, это такие вот простые моменты, но вы не представляете, вот эти вещи, я теперь говорю без улыбки, на полном серьезе, это вещи спасли не одну, наверное, жизнь. Потому что жизнь вообще жизнь африканского человека, она очень и очень сложна. И зачастую люди там находятся за чертой бедности. Семья может выживать на $1, на $2, многодетная семья в день. То есть если бы не теплый климат и вот наличие каких-то там Богом данных растений, то есть фруктов, которые можно употреблять в пищу, я думаю, что это все было бы гораздо-гораздо плачевнее. Как могли мы свою миссию выполняли? Это были поставки лекарств и зерна. Проекты на тот момент были многие запущены. Как они сейчас реализуются? Я думаю, что реализуются, потому что за 2 года все-таки мы этот ледокол, как я говорю, мы его запустили. Он набрал ход, и даже если кому-то не нравилось, остановить уже было невозможно. И сейчас он идет. Насколько я знаю, он идет, миссия продолжается, о чем я радуюсь. Слава Богу, дай Бог это все и в дальнейшем. Но тем не менее, конечно, задумки были несколько иные, несколько шире. Там должно быть несколько было епархий и с русскими архиереями, и с чернокожими архиереями. Ну вот перспектива. Будет ли она реализована, это уже не мне судить. У священноначалия на это свои есть планы. Я не знаю, как это все будет в дальнейшем. Владыка, как реагировали местные власти на появление экзархата и как реагировал Александрийский патриархат? Местные власти по различным. Те, кто находился в зоне влияния, американского влияния, западного влияния, конечно, было негативно. Но большинство стран, как мы видим, ковка идет до сих пор. Они переходят, многие, на нашу сторону в прямом и переносном этом смысле. Глубоко интересуются православием. Я встречался с лидерами некоторых государств, в частности, с президентом Уганды, господином Мусавени. Более 1,5 часов с ним беседовал. Очень глубокий, интересный человек, с очень интересными взглядами, прекрасно относящийся к России. Я думаю, за такими лидерами будущее Африки, потому что они просто устали от того ига, которое навязывает им коллективный Запад. Что касается лично меня, то в скорости я был Александрийским патриархатом лишен сана, хотя, опять же таки, это все было абсолютно нелегитимно. Один клирик не подсуден суду другой православной церкви, тем более
в высоком статусе митрополита. Ну, о чем было тоже синодальное решение Русской Православной Церкви. Мы выразили четко свою позицию, что мы не признаем решение Александрийского патриархата, но, тем не менее, его поддержала и Элладская православная церковь, поддержала Кипрская православная церковь, а Болгарская православная церковь поддержала частично до выяснения обстоятельств, приостановив со мной евхаристическое общение. Но остальные церкви взяли паузу, наблюдая за этой схваткой, к чему же она приведет. Ну, в частности, тот человек, который пришел и стал следующим экзархом, митрополит Константин, его тоже лишили сана, как и нескольких других священников, вот, в частности, моего ближайшего помощника Иерея Георгия Максимова, известного миссионера. Ну, с Божьей помощью, я думаю, что мы понимаем абсурдность этой ситуации. Тем не менее, нити взаимодействия с Александрийской православной церковью у меня остались. Как я говорил, я Александрийского патриарха знаю 25 лет. Да, я понимаю, что ему что-то нужно было делать. На него, опять же таки, давили со стороны Константинополя, давили со стороны англосаксонского мира и коллективного Запада, и он был вынужден как-то вот по мне и по многим другим людям решить этот вопрос. Но, тем не менее, не решил. Владыка, существует информация, что экзархату оказывал помощь Евгений Пригожин и его, назовем так, коллеги. Как бы вы могли прокомментировать эту информацию? Я читал это в средствах массовой информации. Я могу прокомментировать только одно, что я никогда с Евгением Пригожиным, Царство ему небесное, я не был знаком, я с ним никогда ни лично, ни опосредованно не пересекался. Ни о какой помощи мы здесь говорить не можем, но вы же понимаете, что люди выполняли поручения на африканском континенте, и так или иначе мои подчиненные, его подчиненные так или иначе могли где-то пересекаться. Естественно, так как это были русские люди, и люди православно крещенные, то задача Русской Православной Церкви, как я уже неоднократно и в вашем интервью сегодня говорил, и говорю всем, это попечительство о наших людях. Действительно, может быть, где-то и было с духовной точки зрения. Но еще раз повторюсь, что это не более того. Мы здесь, в России, у нас, извините, у нас есть и либералы, есть и демократы, есть и коммунисты, есть много других партийных каких-то людей, которые выражают свою точку зрения. Но для Русской Православной Церкви это все равно все наши люди. Мы со всеми должны работать и со всеми должны взаимодействовать. Но работать, наверное, неправильное выражение, скорее всего, духовно окормлять. Мы всех должны духовно окормлять. Владыка, если перейти к более глобальным проблемам, что ждет мировое православие? Возможен ли такой глобальный конфликт между Москвой и Константинополем? Можно ли вообще говорить о своеобразной великой схизме? Вы считаете, что сегодняшние отношения России, Русской Православной Церкви и Константинопольского патриархата, они идеальны или это легкий шорох такой? Может быть, есть какие-то возможности? Это не может быть. Я думаю, что это вот прямая война, потому что Константинопольский патриархат принимает клириков без согласования с священноначалием Русской Православной Церкви. Более того, конечно, Константинополь жестко нацелен на свои идеи, которые он воплощает. Ну и потом, еще раз повторюсь, я учился в университете в Афинах, и у нас были хорошие канонисты, греки, которые нам читали, профессора. И я думаю, ни у одного у меня возникает 100% убеждение, что эти каноны ими и писались под себя. Поэтому воевать с врагом на его территории его же оружием – это чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно. Будет ли великая схизма, покажет время. Но я здесь вижу очень высокий баланс рисков, прежде всего связанный с украинскими событиями. Потому что там существуют униаты. Греко-католическая церковь – это прокси-сила Ватикана, которая долгие годы нарушает баланс
православных отношений и будет дальше это делать. Отличия будут в радикализме. Если раньше они это делали из-под тишка, то в конце концов они вошли в прямой клинч. И не просто занимаются провокациями, а стоят у истоков борьбы и уничтожения православия на территории современной Украины. И если мы отмотаем историю, как я люблю повторять, чуть назад, то мы прекрасно понимаем, что договоры с их патронажем в лице Римско-католической церкви не стоят той бумаги, на которой написано. Мы прекрасно помним, о чем говорили покойный патриарх Алексей II с покойным папой Иоанном Павлом II. Когда его святейшество обратил внимание, что если вы называете Русскую Православную Церковь церковью сестрой, то как же тогда нам понимать ту волну экспансии, которая захлестывает сейчас Украину? И опять же таки были упомянуты униаты, греко-католическая, православная так называемая церковь. Мы прекрасно помним 2016 год. Ваш покорный слуга был одним из тех людей, которые участвовали в этом визите святейшего патриарха уже Кирилла в Южную Америку и всем известную Гаванскую встречу, после которой были подписаны прекрасные человеческие и религиозные, духовно-нравственные меморандумы. Однако же это было в феврале, а спустя несколько месяцев, если мне не изменяет память, май-июнь, уже кардинал Паролин приехал на Украину, началась очередная волна экспансии, ее стали заваливать деньгами, стал строиться кафедральный собор униатский в Харькове. Заметьте, это Восточная Украина, где никогда вообще униатства не было по сути своей. А кардинал Галлахер — это все те люди, которые отвечали и сейчас до сих пор отвечают за международно-политическую ситуацию, так или иначе связанные с принятием решений. Напрямую говорил, и это все запротоколировано документально, что этот проект стал в сотни и сотни миллионов евро. Он обошелся Ватикану самым сложным по ценовой политике. Дальше больше. Кардинал Курт Хох называет патриарха московского еретиком. И ведь мы же это все видим. Вот это событие новейшей истории, буквально со всех недавних, практически, учитывая многовековую церковную историю, события недавних дней. Как на это нам нужно смотреть, как на это реагировать? Только жестко. Только жестко. Здесь нельзя проявлять терпение, великодушие, смирение. Они бьют по нам из всех возможных орудий. Мы должны не только защищать свою веру, свою историю и свое наследие. Мы должны жестко отвечать на все эти выпады и вызовы. Только в этом случае мы можем сохраниться. И то, что нас пугает, кто-то там у нас в церковной иерархии, что мы можем таким образом остаться одни. А зачем нам кто-то, когда этот кто-то будет нас сводить с единственно правильного пути? Но для чего? Пусть у нас будет немного союзников. Пусть мы останемся одни. Одни — это образно говоря. Вы посмотрите на часть суши, которую занимает Российская Федерация. Посмотрите на те миллионы людей, о которых мы должны духовно заботиться и попечительствовать. Мы должны выравнивать так или иначе, социальную линию материального характера, чтобы не было резких вот таких дисбалансов в отношении между людьми, что кто-то безумно богат, а кто-то не знает, чем завтра будет кормить своего ребенка. И здесь очень много таких факторов, чем может заняться Русская Православная Церковь. Она никогда не останется одной. У нас, еще раз повторюсь, очень богатый опыт не просто выживания, но явления миру и подвижников благочестия, и мучеников
новомучеников Церкви Русской. Мы прошли тяжелейшие пути. И Господь нас терпит, и Господь дает нам возможность дальнейшего роста и развития. Поэтому пугать Русскую Православную Церковь одиночеством, я считаю, это не просто контрпродуктивно, это не что иное, как предательство своих национальных и религиозных интересов. Владыка, небольшой комментарий и в связи с этим вопрос. Недавно зарубежные СМИ заявили о том, что Константинопольский патриархат финансируется Центральным разведуправлением Соединенных Штатов, который создает сеть фондов, грантов для, соответственно, определенной деятельности. Так что же остается Русской Православной Церкви? Есть у нее сторонники? Вы сказали о том, что церковь не останется одна. А вот если посмотреть на карту, кто с Русской Православной Церковью может выступить единым фронтом? Сербы. Я бы сказал сербы. На сегодняшний момент это Антиохийская православная церковь, но опять же таки мы понимаем, почему. Это политическое заступничество Российской Федерации прежде всего. Но Антиохийская православная церковь и так нам всегда была близка. Это на сегодняшний момент не сломленный Иерусалимский патриархат на сегодняшний момент, который также последовательно выдвигает идею все-таки продолжения амманских встреч в таком характере, что создает напряженность в кулуарах константинопольского истеблишмента. Мы прекрасно понимаем, что патриарх Варфоломей ни на какие амманские форматы не пойдет, он просто не готов. А ведь это реальная площадка, которая может сыграть в плане хороших договоренностей. Ну, по крайней мере, попробовать это сделать. Но видите ли, Борис, дело в том, что история не терпит сослагательного наклонения. И если бы, вот здесь оно не работает от слова совсем. Мы посмотрим, что будет через месяц, мы посмотрим, что будет через год. Мы посмотрим, в какой территориальности останется Украина. Мы посмотрим то, о чем я говорил, удастся ли все-таки очистить эти авгиевые конюшни от той плесени, о которой мы сегодня говорили, в лице ПЦУ и их псевдосоратников. А это будет зависеть от того, насколько мы сможем, мы все русские люди, еще раз говорю, когда я говорю русские люди, я говорю все те, кто проживает на территории Российской Федерации, имеет гражданство, свято чтит и исполняет последовательно Конституцию Российской Федерации и чтит Уголовный кодекс. Поэтому это все являются русскими людьми. Мы не делим сейчас татары, не знаю, евреи, там, украинцы, осетины. Да, у нас 150 народностей языковых различий, насколько я помню. То есть тут многовекторность, многонациональность, многоконфессиональность. И я, когда говорю, что все-таки русские люди, я вот вижу в этом нечто большее, чем какой-то поднациональный, подконфессиональный вот такой интерес. Это мы все, которые вот живем на нашей земле и которые хотим сделать эту землю лучше, чище и благодатней. Владыка, хотелось бы вас спросить о том, что вы уже несколько упомянули выше. Деятельность украинских греко-католиков. Какова их роль в выстраивании диалога между Русской Православной Церковью и Ватиканом? Нет там никакого диалога. Там есть скрытая или прямая, или скрытая подоплека противодействия. Потому что, насколько я помню, одни из многих последователей этого греко-католицизма, значит, являются последовательными сторонниками вот этих лозунгов «Украина понад усе» и все остальное. То есть там в их рядах последовательно ставится идея всеукраинства как высокой и высочайшей арийской нации, и там яркий и прямой уклад национализма. И Римско-католическая церковь все это прекрасно понимает и осознает. И тем не менее, скрыто либо кулуарно
по-разному, она эти все веяния поддерживает. Поэтому я ни на секунду не сомневаюсь, что, в общем-то, греко-католицизм, он чужд. Он глубоко чужд любому православному человеку. И все эти унии, которые создавались на протяжении всех столетий, не принесли никакого положительного результата. Более того, последователи этих учений долгие годы после Великой Отечественной войны, если не десятилетия, вылавливали наши соответствующие органы и перевоспитывали. Но так или иначе, многие из них мимикрировали, успешно вошли потом в коммунистические какие-то союзы и партии. И к чему это привело? То есть, не решив окончательно вопрос в поствоенные годы, период 50-х, 60-х годов, когда по лесам их гоняли, эти банды все, ООН, УНСО там и прочее. Значит, мы вышли на рубеж 21-го столетия с таким же отрицательным сальдо. Мы получили внуков, правнуков, детей тех недобитых бандеровцев, которых имею сейчас на поле боя. Безжалостных извергов, которые вот не видят ничего, кроме своего ярого национализма. И вот с ними приходится сейчас бороться. С ними именно. И с теми людьми, которые ненавидят всех нас, ненавидят все, что с нами связано, и, конечно, никогда не примут ни православие, никогда не примут правильно веру о Христе. Владыка, мы немножко отойдем от глобальных вопросов православия и христианства в целом. Хотелось бы спросить лично вас о ваших планах на будущее. Как это сейчас модно говорить? Планов громадье? Значит, запускаем сейчас фонд в ближайшее время. У меня есть несколько моих соратников, которые делают все для того, чтобы ускориться, но везде у нас все равно так или иначе частично присутствует бюрократия, какие-то процедуры мы должны пройти, мы проходим сейчас. Фонд помощи нашим военнослужащим, прежде всего те, кто призывался с Кубани, я уже это все анонсировал у себя в телеграм-канале. Пойдет гуманитарка, пойдет нелетальная помощь, многие другие вещи необходимые для фронта. Я думаю, мы на этом сконцентрируемся. Кроме всего прочего, значит, продумаем, как это сделать эффективнее, минуя все те препоны, которые были для нас. Мы занимаемся глубоким анализом тех фондов, которые уже работают на этом направлении, чтобы, во-первых, не повторяться, во-вторых, делать это не для галочки, а чтобы действительно это все работало. Это первое. Второе, наконец-таки стал писать мемуары, наверное, не назовешь, но какие-то вот заметки на полях. Все в нашей часовой беседе мы не можем обсудить, но тем не менее, когда ты сидишь спокойно, остаешься один на один с собой, вспоминаются какие-то очень интересные истории, вспоминаются из прошлого уже пережитого и прожитого, вспоминаются яркие какие-то моменты. Это все пытаюсь сейчас зафиксировать, положить на бумагу. Одним словом, пока наметки есть на какую-то автобиографическую книгу. Соответственно, служу, когда есть время, потому что я, наверное, один из первых архиереев в новейшей истории, кто с понедельника по пятницу работает на светской работе. Поэтому времени остается очень мало. Но, тем не менее, я посчитал, что это будет справедливо. Это все нормально, это все в порядке, пока Господь дает силы, есть голова, есть руки и ноги. Осуществлять какие-то сборы на свое житие-бытие, я считаю, это не по-мужски, и есть многие люди, которые более нуждаются, чем я, поэтому я всех и подписчиков своих прошу, что, ребята, друзья, давайте направим свои средства, где есть более сложные эпизоды у людей, действительно, которые за чертой бедности и кризисности находятся. Ну и в частности, у кого есть возможность, сейчас поможем тому фонду, тем ребятам, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Ну а так вообще, конечно, с одной стороны, вроде времени стало больше, с другой стороны, я понимаю, что его все равно катастрофически не хватает.
Но находясь у себя на родине, дома, как говорится, и стены помогают. С многими людьми сейчас общаюсь, ведь последние десятилетия моей жизни были связаны с пребыванием за рубежом, либо в Москве, либо на других участках служения и работы. Поэтому сейчас реанимировал все свои контакты со своими друзьями, со своими знакомыми. В общем-то, интересные есть идеи, с которыми сталкиваюсь. Что-то отметаем сразу, что-то над чем-то начинаем работать. В общем, не надеемся ни на что, что нам откуда-то свалится. Делаем с Божьей помощью все своими руками. Владыка, от лица всей редакции нашего канала «Религия сегодня» хотим поблагодарить вас за то время, которое вы нам уделили. Спасибо большое. Спасибо, друзья. От себя желаю вам помощи Божией в ваших трудах. Вы делаете очень правильную и нужную работу. Я думаю, что у вас все будет получаться и в дальнейшем. С удовольствием приду к вам еще раз пообщаться. Спасибо. Друзья, с вами был канал «Религия сегодня». Я Борис Чибисов. Желаем вам всего доброго.